Большой привет всем из Риги. Меня зовут Юрис. Я представитель Веслун Содружества в Латвии. Эпидемия коронавируса не обошла и нашу страну. На данный момент зафиксирован 1021 случай заражения. 27 человек, к сожалению, умерло. 28 в тяжелом состоянии находятся в стационаре инфектологической больницы. В нашей стране был введен мягкий режим карантина. Продолжал работать транспорт, торговые сети, аптеки. Конечно, везде появились дезинфикаторы, разграничение дистанции. Но практически все продолжало работать в том же режиме. Рекомендовано было домашняя изоляция, соблюдение дистанции на улице, личное ношение масок было не обязательно, поэтому полиция никого не штрафовала, было спокойно. Конечно, меньше людей сейчас в больницах, в поликлиниках. В больницах только плановые больные, плановые операции. На время карантина отменили терапию гепатита С. Функция обмена шприцов функционирует в том же режиме. Изменился только способ выдачи обмена шприцов. Подходишь к двери, звонишь на звонок, и на уровне двери происходит манипуляция с материалом. Также по городу ездят 2 автобуса с полным перечнем услуг. Это обмен, тесты и консультации. Мне, как уличному работнику, привозят материал на целый месяц, и я его в течение этого времени обмениваю. Наркосцена не изменилась. Амфетамин есть. Героина у нас нету. У нас вместо него смесь фентанила и кетамина. Карфентанил. В простонародье собака. Тоже есть. Трава есть. Цены не изменились. Обычная проблема просто. Труднее хороший товар достать. Еще могу сказать, что в обменном пункте мы стали в 2 раза больше обменивать шприцов. С чем это связано, я не знаю, но как факт существует. На программе ОЗТ тоже изменения в лучшую сторону. Стали выдавать на неделю, на 2. Причем в комнате, где выдается метадон, стоит камера. И при посещении ты можешь пообщаться с врачом по видеосвязи. Если что-то нужно выписать, то врач или выпишет электронный рецепт, или скажет, ответит на твою проблему. Те, кто получал Subutex, им так же само по телефону выписывают электронный рецепт на месяц. К сожалению, не принимают новых пациентов на программу во время карантина. У нас в городе 3 пункта выдачи метадона, и везде ввели эти правила, облегчили. Конечно, все хотят, чтобы это продолжилось, но я думаю, врачи посмотрят до первого нарушения, так сказать. ВИЧ-терапия принимает новых пациентов. Там тоже значительно облегчили выдачу лекарства. Раньше нужно было каждый месяц приходить за рецептом. Теперь это делается по телефону.
Ты звонишь в справочное, записываешься, и на следующий день тебе приходит ответ. Или продлили рецепт на месяц, или есть необходимость прийти к врачу. Во всяком случае, наше сообщество уже делает шаги, чтобы ВИЧ-терапию мы могли получать в таком же режиме. Наверное, и все. Удачи всем! Будьте здоровыми, счастливыми, счастья вам и любви. Привет!